Ребята, у нас сегодня четверг. Посмотрим, что у нас изменилось в рынке относительно вчерашнего дня. Кто не знает, я каждый день пытаюсь записывать обзоры. Потому что обычно я торгую как бы внутри дня. Бывает, конечно, там позиции переносятся. Но стараюсь за рынком следить. Так, что вчерашний треугольник наш. Его пробили вниз. Сейчас мы вернулись четко на ретест. И у нас этот треугольник благополучно может превратиться в канал. Вообще, я уже во многих видео говорил, что треугольник это такая ненадежная штука. Я вам покажу примерно. Вот был у нас там треугольник, да, но чуть-чуть по-другому он там вчера выглядел. Да, он выглядел там плюс-минус вот так вот. Да? То есть мы типа вышли, кто-то здесь набрал позиции наверняка. Типа мы же вышли. Наверное, вот так вот он был. Типа сходили на ретест и погнали наверх. Но наверх мы никуда не погнали. Потому что у нас треугольник благополучно может превратиться. Хотите в канал. Хотите вот так вот он может выглядеть. Да? Опа. Что, треугольник у нас будет? Да, тоже будет треугольник. Только с плоским верхом. Да, и вроде как бы и картинка почти что та же, но кто вот здесь набирал позиции, они как бы либо по стопу закрылись, либо так и сидят в просадке. Поэтому вещь, треугольник, крайне ненадежная. Можно перерисовывать постоянно, в зависимости от рыночной ситуации. Так, ладно, немного отвлеклись. Что мы имеем? А что мы имеем? Непонятно пока, что мы имеем. Сходили на ретест и, скорее всего, дальше пойдем ниже. На 84 у нас гэп. Многие не любят гэпы, там закрываем, не закрываем. Но на самом деле в 90% случаев в ближайшее время мы их закрываем. Очень редко бывает, когда мы их там оставляем где-то внизу и уходим там далеко наверх или далеко вниз. Но это крайне маленькая вероятность. Да, сейчас будем наблюдать. Как бы, по идее вниз должны сходить, и там уже можно присматривать как бы позиции. Все торгуют по-разному, кто-то там частями набирает, да, и ставит просто отложки. Кто-то, я если нахожусь возле компьютера, я как бы смотрю, когда развернется рынок. Да, то есть он начинает формировать там определенную структуру. И в этот момент как бы можно заходить. Это уже кто поопытнее, как бы глазами как бы, видит разворотные какие-то формации. Простой способ. Да, это какая-то трендовая. Условно. Вот мы росли. Сейчас я перерисую. Оп. Оп. Все, мы его пробиваем, как бы. Можно смотреть там условно какие-то краткосрочные позиции в шорт. То же самое в лонг. Как бы такая же схема. Это самый простой такой метод. Да, мы можем пробить, сходить на ретест, как бы, и пойти ниже. Работает. В большинстве случаев, по крайней мере, какие-то краткосрочные сделки, как бы легко, да, вот это движение как бы можно забирать. Понятно, что в долгосрок как бы это такой себе инструмент, но как бы такие по типу немного больше скальперских сделок, как бы вполне себе рабочая штука. Так, дальше-то что? Что дальше? Смотрим. Какой-то канал нарисовали. Канал у нас что там, до 86. Вчера, кстати, неплохо выкупали. Я, честно говоря, думал, что мы вчера как бы, польемся ниже. Все это кто-то выкупил.
Не пустили ниже, поэтому будем смотреть. Сегодня четверг, как бы волатильный довольно-таки день обычно, как бы и бывают большие движения. Поэтому будем наблюдать. Здесь вот это трендовая, да, что можно ее как бы не рисовать. Мы обычно падаем как бы ступеньками, да, то есть смотрите, вот у нас, сейчас я возьму какой-нибудь карандашик или чем тут порисовать можно. Ну, вот у нас лики, блин, ждите, сейчас, вот, раз, два, три. Обычно ступеньками падаем. Ну, как бы здесь, видите, проколы как бы были вверх. Но вот так вот, если смотреть на структуру вообще как бы шартов, вот раз, вот это мы оставляем как бы, соответственно, доходит вот до сюда, падает, да, потом доходит до сюда, падает, ну и так далее. Ну, здесь немного как бы довольно сильный, видимо, покупатель был. Ну, здесь ликвидность они попытались снять. Вот маленький таймфрейм на часовике как бы не очень это хорошо видно. Упс. Упс. Какое-нибудь нормальное падение. Ну вот, отскок как бы провалились. Потом ретест сюда. Потом провалились. Ну, здесь не сильно оно большое было. Где-нибудь хороший пример. Такой бы вам показать. Ну, здесь почти. Раз, отскок примерно в зону вот этих слоев. Как бы сюда, потом опять отскок. И таким вот макаром все это идет. Так, ладно. С биткоином разобрались. Тут поудаляю. И все, будем смотреть. На самом деле, как бы интересно мне самому даже. Проблема в том, что у нас еще куча ликвидности. Сейчас я вам покажу. И выше, и ниже еще набрали. Там, где у меня CoinGlass. Вот он. Подвинул так. Что у нас? У нас довольно-таки близко от того, где сейчас находится цена, да, у нас 89 на 1,5 миллиарда ликвидаций. И если мы смотрим 84, да, и здесь в районе 3 миллиардов ликвидаций, если мы на 84 пойдем. Я думаю, что мы, наверное, вот еще захватим что-то вот здесь. Если все-таки пойдем 3,65. Это по биткоину. И здесь 1,5. Если мы куда-нибудь в район 92 сходим, где у нас там основное сопротивление, то почти 4 миллиарда. Не знаю, насколько эти данные верны. Ну, как бы то, что нам показывают. Давайте, раз уж сюда зашли, эфириум посмотрим сразу. Ну, тоже здесь вот вверху-то как бы довольно-таки приличные суммы и близко. Да, 2, там 114. 1,2 ярда. Внизу то же самое. Ну и вот, наверное, я думаю, что за это они и борются. Шартисты вверх не хотят пускать, эти низы защищают. Так, ладно. Сейчас давайте по эфиру откроем график. По эфиру как бы вот у нас, соответственно, сопротивление, наклонное.
По эфиру вот шарты более-менее видно. Да, вот они пришли в эту зону, скачили. Единственное, вот здесь вот они, конечно, попытались уйти вверх. Что у нас? 4-часовик. Блин, если большие таймфреймы открывать на эфире, то здесь вообще у нас движение-то, господи, там. Они вообще ни о чем, мы по эфиру как бы давным-давно уже нормально не ходили. Да, здесь вон нападение, вон палки какие. И здесь у нас еле-еле как будто он помер. Ну, основное у нас 2300 плюс-минус. Да, локальная. Локальная вот ликвидность, где у нас, она вот здесь вот самая большая. Вот эту зону бы нам вынести, было бы неплохо. И гэп-то не закрыли, что-то не дошли. Там, по-моему, 2,960 он был, как бы, ну, совсем чуть-чуть оставалось. Ну, а вот он поэтому. Вот до этой поддержки бы дошли, как бы, и все, вопрос бы был снят. Но не смогли почему-то. Ну и что делать-то? Смотрим в шарты от этого сопротивления. Сюда приходим, отсюда смотрим лонг. Вот, собственно, и все. Ну, как-то да, вчера не доделали. И не туда, и не сюда. Непонятно, что это было. Ну, распределили как бы вот этот рост. Да. Давайте посмотрим. И сюда не дошли. Ну, короче, что-то странное вчера. Я, честно говоря, что думал, немножечко будет по-другому. Ну, ладно. Фиг с ним. Так. Ну, с эфиром тоже все понятно. Слушайте, ребята, кому не лень, напишите, как со звуком. Просто в комментарии там к одному ролику, что звук как бы тихий. Я просто пишу на микрофон ноутбука. Ну, то есть у меня большой монитор, как бы подключен к нему ноутбук. И я как бы ноутбук просто рядом кладу и говорю. Не знаю, может надо какой-то выносной микрофон купить, если действительно как бы звук плохой. Я это подправлю. Напишите в комментариях, кому не лень. Ну и там часто спрашивают тоже в комментариях, почему я себя не показываю. Здесь как бы все просто. Я записываю ролики, сижу на диване, как бы, да, и мне надо либо одеваться и куда-то садиться там за стол. Ну, это можно, конечно, делать. И второй момент, я не знаю почему, но когда делаешь картинка в картинке, да, записываешь, ну, допустим, вот часто у всех там в углу, да, как бы показывается человек, который говорит, да, и здесь как бы запись экрана идет. Если вот это видео, допустим, будет весить там в районе гигабайта, да, то если я делаю как бы еще картинку сюда добавляю, то все увеличивается там условно в 10-15 раз. Ну и, соответственно, заливается потом дольше, как бы, и больше тратится на это времени. Не знаю, честно говоря, почему. Как бы вот картинка в картинке увеличивает размер как бы видео настолько намного. Но если вы хотите, тоже пишите, как бы будем делать, куда деваться. Еще вчера зарегистрировал канал. Оказывается, сервис такой есть, типа Ютуба, Рамбле. Или Румбли, не знаю, там как правильно он называется. И вот там еще канал зарегистрировал, но я так понял, что он там в основном англоязычная аудитория, у меня этот сломался переводчик мой, который, ну, голос переводил там. Искусственный интеллект. И я как бы, ну, голос не могу сейчас пока переводить. Надо там переустановить, наверное, что-то. Ну и комментарии там почему-то, если в Ютубе я могу добавить комментарии там на любой язык,
этот Рамбле. Я что-то пока не нашел там как. Но все равно кто-то там смотрит. Не знаю, за ночь там немного, конечно, просмотров. Ну, на самом деле, если сравнивать как бы с Ютубом, на Ютубе-то тоже там как бы просмотров не очень много. На Рутубе там вообще непонятные алгоритмы. Там на какие-то ролики там 6 тысяч просмотров, на какие-то там 4. Ну, не 1000, а просто 4. Поэтому я алгоритмы там как бы вообще не понимаю. Ну, они, видимо, когда ставят, ну, больше показывают, как бы, ролик какой-то, я не знаю, как, с каким умыслом они это делают, то как бы быстро довольно-таки просмотры набираются. Ну, то есть 6 тысяч там набралось, не знаю, за пару часов. На некоторые ролики, как бы, ну, в большинстве, скажем так, своем, как бы, там, 10-20 там просмотров, 4. То есть пока все это непонятно. Ну, у меня есть время, пока я как бы записываю. Так, ладно, все, давайте до завтра. Подписывайтесь, пишите комментарии. Все, всем удачи.